эпоха Space Age во второй половине 50-х превратила почти все американские автомобили в шикарные гламурные яхты с изысканным и вычурным дизайном, главным признаком которого стало некое сходство сухопутных транспортных средств с транспортом воздушным, стремительно развивающимися реактивными самолетами и даже ракетами. Несмотря на все это великолепие и роскошь, плавниковый стиль, также известный как детройтское барокко, быстро доказал свою неприспособленность к реальной жизни. И уже в начале 60-х американские автомобили стали выглядеть значительно сдержаннее и проще, чем в конце 50-х. Однако внутри автомобилей дизайнеры продолжали реализовывать свои самые безумные в хорошем смысле идеи, в результате чего на свет появились, пожалуй, самые яркие, стильные и гламурные интерьеры, когда-либо существовавшие в автоиндустрии. Один из самых эффектных спортивных автомобилей всех времен – корвет поколения C2 – сегодня выделяется своим невероятным кузовным дизайном, ставший продолжением потрясающего, но в каком-то смысле неотесанного первого поколения C1. Второй корвет привнес в него новое понимание спортивности и роскоши. Базируясь на основе удивительного концепта Mako Shark, великолепный C2 был выпущен в свет в 1963 году и остается одним из самых знаковых и красивых американских спортивных автомобилей, когда-либо созданных. Это относится и к его интерьеру. Внутри C2 был действительно особенным. Спроектированный с дизайном, напоминающим кокпит истребителя, салон C2 был роскошным и спортивным одновременно и до сих пор остается выдающимся примером гламурного автомобильного стиля 60-х годов. Базовая версия корвета в 1963 году стоила $4037 или чуть меньше 42 тысяч в современных ценах. За эти деньги покупатель получал салон, затянутый в винил с имитацией текстуры натуральной кожи, которая также была доступна в качестве опции. За доплату предлагались такие достаточно редкие в те времена опции, как транзисторный радиоприемник, электрические часы, электропривод стеклоподъемников, а также усилитель руля и тормозов. Будучи прямым и единственным конкурентом для раннего корвета, первый Ford Thunderbird был гламурной и одновременно спортивной машиной. И вскоре производитель сделал еще более мощный упор на роскошь. Thunderbird стал первооткрывателем сегмента Personal Luxury, и интерьер третьего поколения модели полностью это подтверждает. Абсолютно невероятный салон модели, дебютировавший в 1961 году, объединил в себе авиационный дизайн с неповторимым и теперь уже винтажным гламуром музыкальных автоматов той эпохи. Богатая обивка и обилие хрома создают ощущение стабильной роскоши, которой, к сожалению, больше нет в современных автомобилях, напичканных сенсорными экранами. На момент появления в 1961 году цена Thunderbird стартовала с $4170, что в современных ценах слегка превышает 44 тысячи. Одной из наиболее интересных опциональных фишек этой модели стало откидывающееся в сторону рулевое колесо. По идее, это должно было упростить посадку в салон, для обивки которого, кстати говоря, был доступен винил, нейлоновая ткань и натуральная кожа. Всего предлагалось 16 цветовых комбинаций оформления салона. Компания Oldsmobile не могла создать полноценного конкурента для корвета, поскольку состояла с Chevrolet в одной связке. Но зато могла замахнуться на фордовскую гром-птицу.
Такой моделью в 1961 году стал новый Starfire, некоторое время занимавший одну нишу и с Ford Thunderbird, и даже с Cadillac Eldorado. Совсем недаром в 1961 году Oldsmobile Starfire был одним из самых дорогих автомобилей, доступных на американском рынке, с ценой от $4647, что слегка превышает 49 тысяч в пересчете на 2024 год. Но оно и не удивительно, ведь уже в базовую комплектацию входила обивка сидений из настоящей кожи, электроприводы остекления и водительского сидения, усилители руля и тормозов и такая редкая для 60-х годов штуковина, как тахометр. Двигатель мощностью в 330 лошадей работал исключительно в связке с автоматической коробкой передач. Все это позволяло производителю позиционировать модель не иначе, как заводской кастом. Внутри первой модели Starfire первого поколения было так же роскошно и здорово, как и у конкурентов, а возможно даже и круче. Однако с течением времени олсовский звездный огонь начал угасать. Модель поизносилась и утратила свой статус. Интерьеры стали проще и обыденнее. Легендарный фордовский «Мустанг» был дешевым пони-каром, перевернувшим американский рынок спортивных машин с ног на голову. Его общие пропорции и дизайн уже были сногсшибательны, но всегда найдутся те, кто хочет большего. Для них и был создан Mercury Cougar. Чуть более роскошная и чуть более дорогая версия «Мустанга». Салоны первого поколения «Кугаров» были не только более шикарными, чем у «Мустангов», но и качество в целом было получше. И хотя, в общем, в них не было ничего сверхъестественного, называть их обычными или посредственными язык просто не поворачивается. Cougar 67-го модельного года стал лучшим американским автомобилем по версии журнала Motor Trend. В те времена это был очень серьезный титул, который называли «Оскаром автомобильного мира». С базовой ценой в $2851, то есть чуть больше 27 тысяч в пересчете на современные доллары. Cougar в плане оснащения был таким же простым, как «Мустанг», стоивший на $350 дешевле. Но стоило заглянуть в список опционального оборудования и потратиться при покупке чуть сильнее, и Cougar превращался в весьма и весьма достойный автомобиль. С AM/FM радиоприемником, электропакетом, усилителем руля и тормозов, дисковых спереди, тонировкой остекления, включая лобовое, и, конечно же, электрическими часами, одной из самых модных автомобильных фишечек 60-х годов, без которой не обходился ни один автомобиль, претендующий на звание роскошного. Второе поколение Fury продержалось на рынке совсем недолго, с 60 по 61 год. Оно все еще использовало плавниковый дизайн, разработанный Вирджилом Экснером, в целом уже успевший устареть. Однако интерьер этого поколения Fury все еще был невероятен, неся в себе все признаки космической эпохи. Это был чистейший гламур начала 60-х. Чего стоит один только спидометр, вынесенный в отдельный блок вместе с индикаторами поворота над передней консолью. Или опциональный руль неправильной формы, который был доступен только при заказе усилителя рулевой системы и официально назывался аэроруль. Fury 60-го года с ценой от $2535 или чуть больше 27 тысяч в современных деньгах имел весьма и весьма солидный список дополнительного оснащения, куда в том числе входил электропакет и кондиционер, а также аудиосистема типа Hi-Fi с 6 огромными 23-сантиметровыми динамиками. Эта система работала в паре с радиоприемником, но за дополнительную плату можно было поставить древний аналог CD-чейнджера под названием RCA Victor, в который одним махом можно было загрузить 14 18-сантиметровых грамм пластинок.
Обновленный к 1961 году Фьюри получил совсем уж перегруженный декором дизайн, избыточный и вычурный. Но, по крайней мере, салон автомобиля все еще оставался шикарным, получив видоизмененную приборную панель с двумя кругляшами по бокам от спидометра. Pontiac Grand Prix закончил свои дни уже в 21 веке, превратившись в достаточно посредственную, ничем не примечательную машину. Однако в начале своего долгого жизненного пути Grand Prix был весьма далек от посредственности. Роскошный спортивный автомобиль, дебютировавший в 1962-м, выглядел снаружи в соответствии с веяниями времени. Просто и не то чтобы слишком солидно. Но внутри он был просто шикарен. Немногие машины смогут похвастаться столь же точным соответствием дизайна салона самому духу 60-х, как понтиаковский Гран-при первого поколения. Модель была отнюдь не дешевой, с ценой от $3490, то есть больше 36 тысяч в ценах 2024-го, Гран-при выступал самым дорогим понтиаком 62 года. Но и оснащался он соответственно. В базовую комплектацию входило огромное количество хрома, тахометр и запирающийся на ключ бардачок. Но электростеклоподъемники предлагались только как опция. А еще за отдельную плату предлагались два типа кондиционеров, электрорегулировка водительского сидения по 6 направлениям и практически фантастическая для начала 60-х опция под названием Guidematic. Благодаря фотоэлементу эта штуковина автоматически переключала свет с дальнего на ближний и обратно, когда на дороге в ночное время суток появлялся встречный автомобиль. Бьюик – второй после Кадиллака роскошный бренд в линейке GM. Бьюики в стандартном виде были чуть дешевле, чем Кэдди, и чуть хуже оснащены, но в части отделки салона они почти ничем не уступали джемовским флагманам. Электро 225 первого поколения дебютировала под знаком 59-го модельного года и все еще находилась под влиянием аэрокосмической стилистики эпохи Space Age. Особенно это влияние просматривается в салоне. Роскошном, гламурном, сияющим хромом и удивительно сбалансированным. Но уже в 60-м году дизайнеры, что называется, пошли в разнос, достаточно серьезно переработав приборную панель, придав ей весьма и весьма футуристичную, почти космическую форму. Со стартовой ценой в $3895 Электро 225 с 60-го года оснащалась кучей приятных мелочей, на которые современные автолюбители даже не обращают внимания. Но в самом начале 60-х такие фишечки могли себе позволить в базе только самые солидные авто. Например, сигаретный прикуриватель, автоматическая подсветка багажника и бардачка, центральный замок, двускоростные дворники и тому подобное. Электро могла быть оснащена вышеупомянутой системой Guidematic. Но поскольку Бьюик был круче, чем Pontiac, то эта функция была дополнена системой Twilight Sentinel, которая могла выключать и включать головной свет в зависимости от внешнего освещения, точно как у любой нормальной современной машины. Эксклюзивная топовая комплектация Биарриц, получившая имя в честь роскошного курорта на юге Франции, впервые появилась в линейке кадиллаковской модели Эльдорадо еще в 1956 году и к 60-му превратилась едва ли не в самый удивительный с точки зрения дизайна автомобиль на американском рынке. Он выглядел гламурно и дорого снаружи и таковым являлся по сути.
Салон автомобиля — это нечто потрясающее не только с точки зрения дизайна, но и с точки зрения используемых технологий. При этом главной особенностью интерьера, пожалуй, была его солидность, преобладающая над гламуром. Имея цену аж в $7401, что в нынешних ценах составляет почти 80 тысяч, Эльдорадо Биарриц оснащался вообще всем, что имелось в распоряжении General Motors, включая кондиционер, круиз-контроль, систему Guidematic вместе с Twilight Sentinel, электроприводы всего, в том числе мягкой складной крыши и так далее и тому подобное. У машины не было вообще никаких дополнительных опций, а покупателю нужно было лишь определиться с цветом кузова и шикарнейшего, разумеется, кожаного салона. Представленный в 1963 году Chrysler Turbine с его минималистичным и в то же время ультрафутуристичным дизайном интерьера не был полноценным серийным автомобилем. Однако он не был и традиционным концептом, на которых стилисты дают полную волю своей фантазии. Turbine был экспериментальной, полностью функциональной машиной с экспериментальным газотурбинным двигателем. Он был почти реактивным самолетом на колесах и имел соответствующий дизайн как снаружи, так и внутри. 3 огромных приборных колодца в авиационном стиле были дополнены необычным центральным тоннелем со множеством тумблеров и переключателей. Дизайн этого салона, полностью подчиненный аэрокосмической тематике, был призван напоминать, что вы находитесь далеко не в самом обычном авто. И хотя главной особенностью машины был именно ее газотурбинный двигатель, производитель не поскупился и использовал для обивки сидений натуральную кожу, а не винил, который в те времена считался инновационным и, в общем-то, далеко не дешевым материалом. Было время, когда флагманское крайслеровское подразделение Imperial выпускало автомобили, с которыми почти ничто не могло сравниться. Это была роскошь в чистом виде, недоступная подавляющему большинству американцев. Второе поколение империалов появилось на свет в 1957 году и просуществовало по 66-й включительно, но, пожалуй, самыми удивительными, роскошными и гламурными салонами среди всех американских авто империалы оснащались в самом начале 60-х. В 1960 году самый дешевый четырехдверный хардтоп Imperial Crown стоил от $5568, а это без малого 60 тысяч в современных долларах. Оба передних сиденья имели 6-позиционные электроприводы и к тому же могли выворачиваться наружу на 40 градусов, чтобы упростить посадку. Система круиз-контроля носила гордое имя «Автопилот». Электроприводами оснащались не только основное остекление, но даже вентиляционные окошки. Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало – обычное дело. Так же, как и автоматическая система включения головного света, аналогичная джемовской Guidematic. Кондиционер, антенна, опять же с электроприводом, центральный замок, кожаная обивка и даже зеркало в пассажирском противосолнечном козырьке. Все это и многое другое было вполне себе стандартным оснащением для империалов, самых роскошных американских авто начала 60-х. В 1961 году дизайн интерьера империалов немного изменился, и лично я затрудняюсь сказать, стал ли он лучше или хуже. Он просто стал другим, оставшись таким же гламурным и шикарным. В завершении выпуска я хотел бы напомнить, что почти о каждом из упоминавшихся в нем автомобилей на нашем канале уже были отдельные выпуски. Ссылки на них вы найдете в описании.